Если тебе знакомо состояние стресса, выгорания, глубокой тоски, тотальной усталости или бесконечной тревоги, это видео для тебя. Я искренне поделюсь своим опытом и, возможно, ты найдешь в этом пользу. Уже целый год, как мы живем в Польше. Но до этого 4 года мы жили в лучах яркого солнца острова Бали. Буквально каждый день наши дети бегали босиком по траве и океаническому песку. Джунгли, водопады, потрясающие закаты, уникальная культура, религия и волны океана были нашей ежедневной рутиной. Это очень вкусная и яркая жизнь. Но что-то не так. Всегда что-то не так. И вот мы в Польше уже год, и каждый раз, знакомясь с новыми людьми, нам очень часто задают вопрос, как мы себя чувствуем в такой серости в Польше после продолжительной жизни на Бали. Тут же так мало солнечных дней, осень и зима очень серая и унылая, постоянная нехватка витамина D, многие живут в постоянных стрессах и депрессиях. Мы реально за эту зиму встретили много людей, которые рассказывали о том, что вообще еле тут живут из-за того, что очень серо, что просто ментальное состояние, эмоциональное состояние на нуле. Люди прям вот реально об этом рассказывают. И раньше мы, в принципе, придерживались похожего мнения. Но сейчас однозначно хорошо, потому что на самом деле дело вообще не в Польше, не в Бали и не в количестве солнечных дней. И сейчас я подробно объясню, что я имею в виду. Бывает и так, да. Погода. У природы, как говорится, нет плохой погоды. Кстати, раньше меня в детстве очень сильно бесила эта пословица «у природы нет плохой погоды», потому что мне казалось, как может быть вот это вот хорошей погодой. Но со временем, с каким-то жизненным опытом я понял для себя одну вещь, что все хорошее и плохое – это всего лишь обозначение в нашей голове. Мы сами обозначаем что-то хорошим, что-то плохим и живем вот сами в этой парадигме, страдая от того, что приходит то, что по нашему мнению плохое, и слишком чрезмерно радуясь тому, что по нашему мнению очень хорошее. И получается эмоциональные качели, американские горки, мы всегда ждем хорошего, если ожидания не совпадают с реальностью, мы страдаем. И сейчас, вот вернувшись в Польшу последние полгода, я это очень прекрасно чувствую, потому что вспоминая, как это было в тропиках последнее время, мне там тоже что-то начинало не нравиться, не устраивать. Человек такой, начинает все вот надоедать. Как бы ни было хорошо или плохо, или... Короче, вот человек всегда найдет из-за чего пострадать. Да, действительно, после 3 лет жизни на Бали, яркой такой, беззаботной жизни на Бали, стал замечать, что что-то начинает быть не так, что-то не нравится, появились какие-то стрессы, появилась депрессия в некотором роде, выгорание. Ты вроде этого не показываешь, ты вроде сам, по сути, не сознаешь до конца это. Просто живешь в этом, но уже спустя какое-то время оборачиваешься, так на дистанции анализируешь, и это действительно так. И вот в один момент тебе уже ни солнце, ни эта свобода, ни яркость жизни, ничего тебе не приносит такого удовольствия, потому что это все внешние обстоятельства. И твое счастье и несчастье зависит в первую очередь от внутреннего состояния. И если ты просто внутри несчастен, то ни одно внешнее обстоятельство тебя не способно вытащить на этот уровень счастья. Это может быть какая-то мгновенная такая затравочка, просто, знаете, это как ветхий дом, который уже в аварийном состоянии, ты так подшпаклевать можно, там, выехать на пляжик, попить в любимого там кофе в самом красивом модном кафе, но по факту это не спасает тебя. Это не искореняет проблему. Это просто маскирует, ширму на глаза накидывает, и кажется, что ой, ну и все, и классно, и классно. Но вот эти все массовые закидывания и маскировка внутреннего состояния вот этими какими-то яркими впечатлениями приводит еще к инфляции удовольствия, что сколько бы ты в эту черную бездную дыру не закидывал, она все поглощает, тебе нужно больше, 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 и потом это все просто перестает
приносить удовольствие, перестают работать вообще, даже не маскируют. И я помню это состояние, когда тебе все любимое твое, все любимое вокруг, оно тебе вообще никак на тебя не влияет. Оно даже раздражает, что ты прямо сам осознаешь, что вот все вот это вот есть, а ты все равно почему-то несчастен. Все почему-то плохо у тебя. Вот. Но это просто потому, что ты сам решаешь изнутри, что у тебя все плохо, и начинаешь в этом жить. Весна в городе. И сегодня праздник женский, кстати. Всех уже смотреть будете с прошедшим днем весны. Всем женщинам быть счастливыми, любить себя. Мы даже не поняли, как быстро пролетела зима. Мы приехали сюда год назад и настраивались, что сейчас будет много серых дней, мало солнца, особенно когда придет зима с ноября. Как все говорят, в Польше массакра с ноября там по бесконечность, много серых дней, слякоть. Блин, мы даже не успели понять, как вообще пролетела зима. И уже все, уже просто все ходят в майках. Мы в феврале покупали велосипеды, в смысле, что зимой купили. Когда еще там до сезона, месяц не успел пройти, все, уже гоняем на великах, все ходят в майках. Блин, когда такая зима, то офигенно, почему бы и нет, да? Самый главный корень несчастья каждого из человека, неважно, он живет на съемной квартире или вообще в какой-нибудь съемной комнате, либо он живет в своем пентхаусе, практически все эти люди в 99% случаев страдают. Богатый, бедный, богатые, может, даже местами больше страдают, потому что люди просто не умеют ценить то, что есть. Всегда хочется того, чего у тебя нет. Или туда, не там, где ты сейчас. Тебе кажется, что где-то там в будущем. Или у кого-то, у соседа лучше. Особенно сегодня мир соцсетей, который создает эту фейковую картину идеальных жизней, она очень сильно фрустрирует, она очень загоняет людей в эти ментальные ловушки, что ты не такой, вот живешь как-то не так, потому что они все как-то хорошо живут. И люди никогда не довольны тем, что есть. Никогда не довольны вот нынешним моментом, тем, что происходит с ним сейчас. Хотя, если задуматься, у большинства людей сейчас, прямо сейчас, вот из тех, кто смотрит сейчас это видео, у большинства, у 95% людей прямо сейчас есть намного больше, чем у огромного количества людей, которые мечтают о том, что есть у вас сейчас. Но вы недовольны. Вы мечтаете о том, что есть у другого. А тот мечтает о том, что есть у другого. И этот замкнутый круг страданий просто. Сами себя загоняют люди в эти ловушки. Так запрограммирован наш ум. Он всегда нам накидывает вот эти игры, чтобы ты все время гнался за какой-то тенью. И чтобы тебе казалось, что у кого-то лучше, а что у тебя недостаточно лучше. Чтобы мы не покупали, даже если мы о чем-то мечтаем и получаем это, через какое-то время мы перестаем уже это ценить, это уже становится какой-то обыденностью. Кто-то мечтал о классной тачке, покупает классную тачку, все, у соседа лучше тачка, и у тебя уже как бы жизнь не жизнь. Кто-то мечтал о модной сумочке, там год копил на нее, купил, через 2 месяца все, это уже, она уже есть. А вон у соседки или по работе у коллеги лучше сумка. Кто-то хотел парня или там девушку, находит через какое-то время, но какой-то он не такой, потому что вот это вот мне не... Все как бы хорошо, но вот это вот не очень хорошо. А вон у нее, а вон у него партнер вот это вот делает. И вот так вот идет, постоянно накручиваемся. И мы просто как черные дыры, вот эту бездну желаний, жажды, всего просто туда все вот это влетает, сгорает там в небытие. И мы никогда не довольны тем, что есть. Никогда не довольны нынешним моментом. В
В Польшу мы переезжали уже с максимально переосмысленным мировосприятием. Уже достаточно было прокачанное такое мировоззрение, потому что мы сходили на випассану 10-дневную. Это 10-дневный такой курс медитации. Настя сходила перед отлетом за полгода. Я за 3 месяца до вылета с Бали тоже сходил. Это 10 дней, где ты сидишь, просто медитируешь, без телефонов, без разговоров, в тишине, по 10 часов в день медитации, ни с кем не разговариваешь. Просто находишься наедине с самим собой, с мыслями, переосмысляешь. У тебя такой детокс от телефонов, от работы, от суеты. Это феноменальный опыт. По факту, да, это детокс, ментальный детокс. Это такая операция, хирургическая операция на уме. Потому что все наши проблемы, как я и говорил, изнутри идут, а кто создает внутри эти проблемы, это мы сами себе своими мыслями создаем проблемы. Мы в состоянии вообще самое хорошее, что происходит в мире, осквернить своими же мыслями, очернить и страдать из-за этого. Либо что-то, что можно на первый взгляд назвать какие-нибудь внешние обстоятельства не очень яркими, красивыми и классными, положительными, мыслями своими мы можем это исправить и переживать это как что-то нейтральное или хорошее. В общем, вот этот курс, он очень помог, он очень так поставил на ноги, заземлил, появилась какая-то опора. Вот это оценочное суждение человек в состоянии отключить. И когда ты его отключаешь, то просто на ровном месте, из-за чего ты обычно страдал, ты просто можешь перестать страдать. Это звучит может быть, очень банально или очень легко, но это очень сложно сделать, как бы это ни звучало легко и не выглядело. И об этом большинство знает, что все зависит от твоего восприятия, но действительно это сделать, осуществить, это непросто. Это работа. Работа внутри, работа над собой, работа над своими мыслями, контроль. А человек такое существо сложно контролировать. Проще плыть по течению. Тебя уносит мыслью туда в тоску, ты там болтаешься. Подняла тебе вверх на радость, хорошо, буду радоваться. А быть где-то в середине, не давать таких оценок, которые уходят в крайность, там плохо или хорошо, а стараться все это как-то центрировать и находиться в этом балансе, да, об котором много говорят, но мало кто знает, что это такое действительно. Это нас по переезду спасло, потому что, конечно, бэкграунд, сеттинг поменялся. Самое простое и самое полезное, что я мог для себя делать в момент этого переезда и очередной смены жизни, это возвращать фокус на то, что у меня есть. И просто осознавать то, что у меня сейчас уже много есть, уже достаточно есть. In the smoky light, and in the rain, working through. Да, ум, как обычно, мне накидывает, как и всем нам, что хочу то, а реализация еще не наступила, а тут новое твое дело, которое ты развиваешь, еще не достигло чего-то, но даже забавно произошел какой-то у нас рост все равно, то есть я 3 года бодался, ничего не получалось с Ютубом, потом бах, что-то получилось, все, порадовался 2 дня, и то даже особенно не порадовался, давно ж уже пора, да, и все, и ум уже это опять как-то обесценил, и ты уже страдаешь из-за того, что то, что есть, это тоже мало. И так всегда, так с деньгами, с вещами, с отношением. Но если усилием воли остановить этот бесконечный сумасшедший поток мыслей о том, что у тебя чего-то нет, и просто попытаться заметить то, что у тебя есть, то все становится не так уж и плохо, и причин для страданий нету. Только это единственный рабочий способ. Полноценная семья, у нас здоровые дети, мы все здоровы, мы думаем о каких-то высоких вещах, мы стремимся к развитию, мы что-то делаем, мы не прокрастинируем, мы не валяемся на диване, мы не проводим день сурка, хотя иногда он неизбежен, потому что все равно нужно делать какие-то операционные вещи, то есть делать банальные, вести быт,
там, делать какую-то работу, делать вот конкретные действия, выполнять, отводить детей в сад, забирать их, готовить. Это все иногда очень утомляет, но просто вечером забираешь детей из сада, ужинаешь, пьешь вместе чай, что-то посмотреть. И даже такие банальные вещи могут доставлять удовольствие, потому что забавно, когда мы смотрим в каких-нибудь комедиях романтических или семейных фильмах, как там семья проводит время, оно выглядит всегда так все красивенько, снимают, да, но как часто мы вот в быту просто пытаемся получать удовольствие от этого. Есть очень простое упражнение, когда вдруг тебе опять на тебя накатывает, и ты от всего устал, просто подумать о том, что через пару лет этого не будет. И твои дети не будут уже в этом возрасте. В детской твоих детей, где разбросаны игрушки, где сейчас живет детство, не будет больше детства. Там будет когда-нибудь порядок, которого ты так жаждешь, но там не будет детства. И что тебя сделает счастливым? Сделает ли тебя это по-настоящему счастливым? Какие эмоции у тебя вызывает вот это? Просто иногда смотреть на своих детей вот такими чистыми глазами, без всяких мыслей, смотреть, наблюдать, рассматривать их, просто рассматривать в том возрасте, в котором они находятся, потому что через полгода они уже не будут в этом возрасте, они уже будут совершенно другими, они так быстро меняются. Своего партнера смотреть, пока вы еще молоды, пока у вас есть возможности, желание быть друг с другом, любить друг друга во всех смыслах. Потому что это все очень быстро пройдет, очень быстро. Посмотрите фотографии 3-5-летней давности, вы уже изменились на сколько. И сейчас я смотрю на тот период, когда девочки только родились, и я помню, как нам было сложно, я прям тонул в этих страданиях, прям реально. Вот у нас было так двойня, это безумно сложно. Мы поэтому целый фильм сняли «Родить двойню и выжить». И сейчас я смотрю кадры, архив семейный или вот этот фильм и понимаю, что я пропустил очень много. Я не был в моменте, я не был вот в эту секунду, я не присутствовал где-то. Я там страдал, тонул в этих мыслях. Думал, что где-то кому-то легче, что где-то там в будущем будет проще. Хотя это будущее сейчас наступило. Да, проще, но того времени не вернуть. Какой смысл терять то, что у тебя есть сейчас? То есть мы просто либо мечтаем о будущем, либо страдаем из-за прошлого. Осознанно находимся в настоящем очень мало времени. Сейчас для меня это самый рабочий инструмент. Я просто включаю его, как только у меня накатывают какие-то мысли, просто начинаешь быть в моменте, начинаешь осознавать нынешний момент, что есть, и это всегда спасает, это всегда даст какую-то маленькую искорку позитивного, ты посмотришь, увидишь, и даже если это вокруг вот в квартире бардак, все там кричат, ссорятся, и ты там, у тебя сегодня ты там проспал или не выспался, неважно. Просто всегда есть какая-то микросекунда, там стоять с чашкой там напитка, которого вы пьете, посмотреть вокруг и понять, что это твоя жизнь, она твоя, и она неплохая, она такая, какая есть. Это в любом случае следствие твоих выборов, следствие твоих действий. Ты сам это все создал, ты сам это все выбрал, проживая тот опыт, который ты прожил до этого. И сейчас это просто очередной опыт. Проживать его можно, не страдая. Лето было безумно жаркое, было очень много солнечных дней. И проблем особенных мы в этом не замечали. Потом была прекрасная осень. Просто супер золотая, красивая. Для детей это было в новинку. Мы делали об этом видео, тоже уже рассказывали, как они вот это все ждали, воспринимали, как для них это все. Они выросли на острове, и для них это было интересно. Также они ждали снег. Немножко разочарование было, что снега было мало. Они очень его ждали. У нас не получилось ездить в горы, потому что мы только переехали, нужно все и сразу. Платные сады, вот все покупки, все. Мы приехали все с нуля. И в целом могу сказать, что были серые дни, конечно, были дожди, и зима такая была тоже вообще без снега, солнце было местами вообще там не выходило по неделям, но благодаря вот этой фокусировке, внутренней настроенности на фокус на хорошем, я даже не помню как вот этой серости, я не помню. Все было вот
либо было хорошо, либо как-то, ну, были у нас, конечно, и спады, были такие депрессивные моменты, когда мы страдали, но оно как-то вот все равно, вот эта настройка на центрированность, на баланс, она все равно очень сильно вытащила. Она не дала туда, вот это как подушка безопасности, она не дает провалиться. Конечно, посещают мысли, конечно, никакого просветления не произошло, то есть все равно мысли посещают, все равно иногда и апатия, и депрессия, и расстройства, и какие-то локальные моменты, и ссоры в семье, и утомленность от быта с детьми, бессменность вот эта безумная, потому что у нас нет рядом бабушек и дедушек, и ты постоянно все один, все вот только на вас, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней. Вот садик как бы разгружает, но во время садика ты должен восстанавливать, там, ну, налаживать рабочие процессы, куча бытовых, социальных вещей, документы. Огромный объем такой нагрузки, отдыха нету вообще. И, конечно же, часто вот это кривая состояние эмоционального идет вниз. Но когда у тебя есть вот этот фундамент, ты просто вспоминаешь, что все проходит, и находишься в этом. И это как подушка безопасности. Она не дает тебе упасть туда. Ну, ты проваливаешься немножко, она тебя потом все равно поднимает. Ты просто живешь, потому что это просто жизнь, и все проходит. Главное, что я хотел сказать тебе, что ты не одинок в своих переживаниях. И очень важно помнить, мы станем по-настоящему счастливыми не тогда, когда будем иметь все, а когда будем по-настоящему ценить, что имеем уже. And what was sown in tears, we'll reap with joy.